Декабрь 2025. Германия. Теплое утро. Пролеты гусей. Долгое ожидание. Разведка мест кормежки гуся. Долгожданный налет и добыча. Красавец, зимний. Вечер. Поле. Засидка на диких свиней. Охотничий азарт. Рождественские гуси. Посмотрите это видео прямо сейчас. Выехав утром в охотхозяйство, Сергей спустя 2,5 часа прибыл на место охоты. Ему предстояло провести разведку и определить, куда гусь вылетает на кормежку. Охотничий участок располагался на берегу живописного озера в Восточной Германии. Помимо гуся, здесь зимовали еще и журавли, а также обитала крупная популяция косуль, которые в это время года начинали собираться в табуны. Вечером, уже в темноте, по рекомендации хозяина хозяйства, Сергей планировал сделать засидку у прикормки на диких свиней. Поскольку его товарищ по охоте в этот день был на работе, Сергею пришлось выполнять разведку самостоятельно и выбирать место для завтрашней охоты на гуся. Вскоре в бинокль он заметил гуся, табунчики кружили в воздухе и поочередно подлетали к стае, уже сидевшей на лугу неподалеку от озера. Птицы вели себя спокойно, без малейших признаков тревоги, неспешно занимаясь своими гусиными делами. Обилие гусей вселяло сдержанный оптимизм, но Сергей прекрасно понимал, сама по себе численность птицы еще ничего не гарантирует. В это время года гусь особенно подвижен и непредсказуем. Сегодня он мог спокойно откормиться и остаться на ночевку у этого озера, а уже к утру сняться и уйти на другое, туда, где вода еще не тронута льдом. Табун на лугу состоял в основном из серого гуся. Птица держалась плотной массой, не кормилась, не суетилась, а просто отдыхала, сбившись в тугую живую кучу, словно экономя силы перед очередным перелетом. Иногда к нему осторожно подлетал гуменник, строгий и настороженный гость, которого здесь можно было лишь наблюдать, но не охотиться. Почти повсеместно он находился под запретом. В этом спокойствии было что-то обманчивое. Казалось, гуси никуда не спешат, но Сергей знал, что может произойти лишь небольшое изменение погоды, и этот луг утром может оказаться совершенно пустым. Доброго времени суток, мои зрители, любители охоты. Я решил выбраться на охоту, на гусиную охоту, а также скомбинировать ее с охотой на свиней. Владелец охотхозяйства прислал фотографии свиней, что они выходят. Я прихватил с собой винтовку, тем более мою тепловизионную насадку уже отремонтировали. Сегодня вот разведал, где сидели гуси. Сидели они почти прямо у самого озера. Сейчас уже вечер, они вылетели на озеро. Я вот здесь решил посмотреть, где можно замаскироваться, где можно расставить профиля. В общем, завтра буду пытаться поймать гуся. А сегодня вечером попытаюсь добыть поросенка. Погода, конечно, не гусиная. Солнышко, тепло, хотя уже 17 декабря. Сейчас градусов 6-7 тепла, но лед в канаве не растаял. Ночью был минус. Если что-то получится добыть, обязательно вам покажу, поделюсь. Не прощаюсь, охота продолжается. Короткий зимний день стремительно подходил к концу.
Сумерки сгущались рано, и вместе с ними часть гусей, гуменник и белолобый, снялась с места и ушла на другое озеро, выбрав его для своей ночевки. На озере кричит. Серый гусь остался здесь, на ближайшем водоеме, не видя причин для перемены места. Впереди Сергея ожидала вечерняя засидка на диких свиней. Он занял место на небольшой открытой полувышке, откуда хорошо просматривалась прикормочная площадка, расположенная на поле. Охота здесь имела свои особенности и ограничения. Дикие свиньи не всегда охотно выходят на открытое пространство, предпочитая держаться опушки или оставаться под прикрытием деревьев. Однако именно лес в данном случае не относился к этому охотничьему участку и находился в ведении местного лесхоза. Стрелять Сергею было разрешено исключительно в том случае, если зверь полностью выходил на поле. Первыми появились косули. Сначала одна, затем еще несколько. Косули спокойно перемещались, кормились или же, устроившись поудобнее, просто лежали и отдыхали. Однако интереса для охоты они не представляли. В это время года у самцов косули рога уже сброшены, а значит, о трофейной ценности речи не шло. К тому же охота с применением тепловизионных и приборов ночного видения в Германии на копытных запрещена, за исключением диких свиней. Разрешение также распространяется и на хищников, лис, барсуков и енотовидных собак. Эти правила здесь соблюдаются строго, и для опытного охотника они давно стали частью привычной охотничьей этики. Чуть позже оживилась и кромка зарослей. Там и здесь мелькала лиса, осторожно выходили барсуки, ненадолго замирали, прислушиваясь к ночи. Природа жила своей спокойной, размеренной жизнью, словно не подозревая о присутствии человека. И вот в глубине леса показалась большая одиночная фигура. По всем признакам кабан. Однако и он тоже не стал объектом охоты. В это время года у кабанов шел гон, и мясо имело характерный, специфический запах. К тому же зверь находился глубоко в лесу, за пределами разрешенной зоны для выстрела. С некоторым сожалением понаблюдав за ним, Сергей вновь сосредоточился на ожидании, в расчете на выход молодых особей. И вот, спустя некоторое время, на границе участка появилось большое стадо диких свиней. Они вышли осторожно, долго стояли, прислушиваясь и принюхиваясь, но так и не решились выйти на поле к прикормке. Немного поколебавшись, стадо медленно двинулось дальше, в направлении, известном лишь им самим. Сергей проводил их взглядом с заметным разочарованием. Так завершилась эта интересная, но безрезультатная вечерняя охота. Ночь окончательно наступила, и поле погрузилось в тишину. Сергей неторопливо собрал снаряжение, спустился с вышки и занялся приготовлением горячего чая, позволяя теплу кружки и тишине ночи постепенно снять напряжение уходящего дня. Впереди была ночевка и новый день, который должен был показать, правильно ли он прочитал птицу и выбрал место для гусиной охоты. Вот и наступило долгожданное утро. Подъехал мой друг Володя. Расставили мы профиля. Небольшое приключение было. Я там передними колесами в канаву попал. Но мы тросиком чуть подтащили. Второй машиной вроде как все нормально. Вот, ждем на озере гусь гогочет. Погода была с утра вообще хорошая, охотничья. Сейчас вот тучки куда-то делись. Ветер стих. Ну, все как обычно бывает. Поэтому легкой охоты не предвидится. Но мы попробуем добыть парочку. Вот, закаркала ворона. Володя
Напрягся, насторожился. Ладно, ждем вылет гуся. Сидим хорошо. Его почти не видно, да? Как всегда. Как всегда, замаскировался. как Только всегда. голос слышно. Абсолютная маскировка, да? Да. Удачи, Сергей. Солнце только начинало подниматься из-за горизонта, когда с озера стороной вышел первый табунок. К сожалению, птица совершенно не отреагировала на присаду и прошла мимо, не навернув на охотников. 8:30, еще ни одного налета вообще. Пару раз стороной прошло, гуся мы не видим, непонятно, что происходит. Следом с озера потянулись бакланы. В утреннем свете они визуально очень напоминали гусей и на мгновение сбили с толку. Я тоже думал гуси. Напугался. Мы можем остаться без добычи сегодня. Будем сидеть. Затем над тем же местом прошел еще один табун гусей, но и он также проигнорировал все усилия товарищей подманить птицу. Вообще не реагирует на эти профиля. Так. Двоечка. Ага. И вот, наконец, Владимир заметил парочку гусей на вылете с озера. Однако вскоре выяснилось, что Сергей и Владимир наблюдали за разными парами, что привело к недопониманию между напарниками и в самый ответственный момент сказалось на результате. Бить надо. Бьем, Володя. Бьем, Володя. А я на тех Сергей! А я на тех смотрю, думаю, зачем ты встаешь, блин? Че бить-то? Еще не подлетели. Ну что, друзья, с полем, блин. Одного добыли. Могло быть и два. Но я клянусь, блин, я Ну его... да. Так они, видел, на профиля сыграли, они так зашли. Я этих двух жду, думаю. Но все равно один гусь был добыт. Ну и хорошо. Несмотря на водную преграду, Владимир отправился подбирать добычу, так как тушка лежала вверх Осторожно. брюхом, и оставлять ее в таком положении было нельзя. Впоследствии это могло насторожить и отпугнуть последующих налетающих птиц. Красавец, зимний серый гусь, да? Хороший. Ну, с полем. Чуть-чуть недопонимание у нас. Сзади, Володя, вот оттуда. Ввиду отсутствия гуся и реальных перспектив налетов, в ближайшем будущем Сергей решил немного поэкспериментировать с дальнобойным патроном. Стальная дробь не взяла? Однако в этот раз попытка результата не принесла, и добыть ничего не удалось. 4 налетают, и ты выбиваешь И- двух, и я двух. Ладно, я одного, ты двух, три, и у того у нас 4. Зато появилось время немного помечтать о том, что в охотничьей поговорке называют шкурами Ладно, недобытых давай. зверей Только и птиц. налетают. Традиционный чай. Сейчас чайку попьем, и на нас налетит снова. Тем не менее, даже во время легкого перекуса и чаепития расслабляться было нельзя. Тушки Внимание натягивай, требовалось держать постоянно, регулярно осматривая окрестности. Но это высоко совсем. 100 метров летят. 74 вот сейчас. 74 метра над нами. Спустя некоторое время над присадой, не реагируя на чучело, прошел транзитный пролет северного миграционного гуся. Птица шла высоко, на дистанции примерно от 75 до 100 метров, и, не снижаясь, продолжила свой путь на воду. 96 метров.
Хорошо все видит, толком и не налетел, да? Чуть позже товарищи отработали еще по одному табунку серого гуся, который также прошел на предельном расстоянии, не проявив интереса к расстановке. Они отворачивали уже, Володь. Я один раз. Все высоко и стороной. Дай-ка я вперед чуть пройду. Можно, да? Конечно. Не возражаешь? Я метров 30. Хорошо. Хорошо ты замаскирован. Понимая, Для что меня. гусь упорно не заходит на чучело, Сергей решил изменить ситуацию и немного сместить позицию, выдвинувшись вперед, сломать неудачную игру, как иногда говорят. Эта небольшая рекогносцировка дала результат. Уже со следующего налета пара гусей была отработана максимально эффективно, 2 из 2. С полем, друг! Снял на камеру! К сожалению, из-за того, что упала шапка с экшн-камерой, момент попадания Сергея Ну, по ходи гусю не наверх. удалось четко зафиксировать Я на щас видео. своего. Ладно, я схожу, Володь. Да я схожу сейчас, подожди. Поскольку у Володи оказался подранок, действовать пришлось быстро. Нужно было срочно добирать битую птицу. Охотник все сделал правильно. Тушка была грамотно размещена среди чучел, чтобы не настораживать последующие пролеты. Друзья, только что был налет. Нашли парочка во фронт. Я чуть выдвинулся, поэтому мне удобнее было стрелять. Я начал стрелять, но все равно высоковато, метров 50. Вот, но третьим я вывалил. И потом Володя еще одного, он над профилями был. Ему удобнее было в левую сторону стрелять. Пару взяли. Уже у нас добыча есть, не пустые. 3 штуки. Да-да, на нас идут. Снова развернулись. Смотри, на нас вроде как. Заходят оттуда же. Ты видел, что сталь животворящая тут? Слушай, с полем. Слушай, хороший патрон этот стальной, оказывается. Да, надо заказать его по коробке, да, большой. А где он теперь? Гусь? Вон он лежит на зеленке. А, он на зеленке? Я думал, тут упал. Не, он упал. Сейчас очень интересный налет был. Вышли серые гуси, протянули так далековато стороной. Вот, развернулись, ушли снова на воду. Но я видел, что они возвращаются, нашли стороной. И вот, ну, далековато. Я потом замеряю, сколько метров было. Ну, не меньше полтинника, наверное. Из 3 штук мы вывалили одного. Ну, это хорошо, без подранка. Упал мертво. Вот Володя подобрал гусачка. Ну, и того у нас 4. Время подходило к полудню, и у охотников практически иссякла надежда на еще один результативный налет, что, конечно, сказалось на бдительности и концентрации.
И тут сюрприз. Парочка серых гусей вышла прямо на классическую дистанцию для выстрела. Вот это да, вот это просто какой-то позор какой-то, не знаю, как можно назвать это. Зашли, подманили, круг выписали, вот заходят. Надо попадать и промахи. Ну что ты будешь делать? Уже позже, анализируя промах, Сергей понял его причину. Налет шел от солнца, что не позволило правильно оценить траекторию движения птицы. К тому же гуси шли по ветру, и, вероятно, упреждение оказалось недостаточным. Зимний, да? Да. Это зимний декабрьский. Да, хороший. Вес хороший. Ну-ка, расправь крылья. Сколько вообще они? О. Ну, вообще класс. Да, хороший гусь. Хороший. Да, а те что помельче, да? Это вожак, наверное, вывалили. Ну, не знаю. Матерый. В конце охотничьего дня напарники решили сделать традиционную фотосессию с добытой птицей. Шнобель, да? Всего было добыто 4 превосходных серых гуся. Зимние птицы оказались на удивление жирными, что позволяло приготовить их целиком, с яблоками и картофелем, к Рождеству или Новому году в духовке. Этот выезд не стал простой охотой. Разведка, вечерняя засидка на диких свиней и утро по гусю. Птица шла стороной, игнорировала чучело и подзыв, заставляя каждый раз принимать новые решения. Были и промахи из-за солнца, ветра и усталости. Итог – 4 достойных серых гуся, честно добытых в зимний сезон. А главное – удовольствие от процесса. И тот самый охотничий азарт, который не отпускает до последнего выстрела.